Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина хочет познакомиться с вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, какая ситуация проигрывается в вашей жизни сейчас. Так. Вот вы знаете, вот почему-то последнее время из расклада в расклад, да, вот идет, как будто вот вы в работе вот хотите просто забыться. Вот постоянно работа идет на первом месте. Причем это все из-за женщины. Вот работа ваша единственная отдушина, да, вот как будто женщина вас напрягла чем-то, мозг вынесла, либо же расставание с женщиной, да, у каждого будет это по-своему. Но именно вот женщина виновата в том, что осталась вот работа у вас как единственная ваша какая-то вот, отдушина, да, там, где вы можете забыться, отвлечься как-то, ну и плюс, конечно, денежку заработать. Может проигрываться, что у вас работа связана с поездками, кто-то за рулем, может быть, кто-то ездит часто, там, в командировке, либо еще куда-то. Вы такой человек очень мечтательный. Вы знаете, вот, ну, даже для мужчин это редкая такая черта, больше это женщинам, наверное, присуще, когда вы любите вот помечтать. Но об этом вы, я думаю, ну, далеко не каждому расскажете, потому что, ну, как-то и стыдно, может быть, неловко, неудобно, да. Вы такой добряк, вы любите животных, вы настолько добродушный. Но знаете, как-то вот у вас повелось, что ну, люди особо не ценят вашу доброту. Кто-то вытирает ноги, кто-то использует по жизни. Это не только с женщиной связано, причем окружающие вообще видят, вот, что вы добряк, вот реально добряк. И я вам скажу, что на вас не один раз женщины экспериментировали и магию. Кто-то подпаивал, подкладывал все вот эти привороты, отвороты, да. Ну, то есть вы были в некоторых случаях, вот, ну, как подопытный кролик, уже извините за сравнение такое. Хотя я не могу сказать, что вот вы слабый мужчина, я абсолютно не могу этого сказать. Вы, наоборот, очень такой целеустремленный. Вы очень такой, знаете, вот если вам нужно чего-то добиться, вы будете до конца идти до своей цели, да, вот вы не бросаете дело ну, на полпути. И как-то вот, ну, вас используют по жизни, как это печально не звучит. Вот вы настолько такой, да, вот, ну, казалось бы, муравья не обидите, а вас постоянно вот как-то, ну, обижают по жизни. Особенно больше всего вам досталось от женщин, да. У кого-то это могут быть проблемы с родственниками, даже с родителями, с детьми, да, на работе. Ну, как-то то ли подставляют, то ли обманывают, вот как-то используют, но очень часто у вас такое по жизни. Причем еще может проигрываться, что вы даже до конца и не знаете, где была подстава, да? Это может быть среди кого угодно. Вот как-то настолько люди по жизни из вас вьют веревки, что, ну, просто я диву даюсь, да, вот как можно так использовать человека. Ну, то есть вас, знаете, вас даже в некотором смысле жизнь закалила. Закалила, но все равно не до конца она вас закалила, вам скажу по секрету. Потому что, ну, все равно вы как были добряком, вы остались. Да, в каких-то моментах вы можете более жестко реагировать, как-то может быть, более такой вспыльчивый характер стал, потому что, ну, нервы у вас, я бы сказала, ну, не годятся абсолютно. У кого-то может проигрываться, что вы плохо спите, либо же, ну, бессонница, да, что без таблеток, без снотворных вы не можете засыпать. Ну, то есть проблемы именно вот, именно из-за стрессов, из-за каких-то неприятностей. Ну, то есть... Ну, такая вот у вас жизнь, особенно, я думаю, это последнее время, может быть, последние месяцы, годы, вот у всех по-разному. Ну, такая жизнь, что, знаете, и врагу не пожелаешь. Особенно вот в моральном плане. Так, давайте-ка посмотрим теперь ближе к делу, да. Какая же женщина пришла к нам на расклад, которая хочет с вами познакомиться? Итак, что же это за женщина?
Эта женщина очень домашняя, я вам скажу. Она такая больше даже домоседка. Очень, ну, очень несовременная, я бы, наверное, сказала. Вот она не из тех, которые вот пьянки, гулянки какие-то, направо-налево походы, да, которые мужчин меняют. Нет, вот она домашняя. Вот для нее важно именно уют и семейный очаг. Она вас видела, да, вот вы, ну, она видела как бы, ну, со стороны, да, может быть, даже, ну, допустим, вот, к примеру, да, может быть, вы где-то в магазине в очереди стояли, да, и вот она, может быть, услышала, как вы либо по телефону с кем-то общаетесь, либо с продавцом, там, может быть, вы с другом стояли в это время, общались. Ну, то есть, ну, это так, я утрирую, это к примеру, да, ну, то есть, она вас видела где-то, вы, в принципе, на нее внимания не обратили, потому что, ну, она не выпячивается, она не будет себя держать как снежная королева. Она не из тех женщин, которые будут ходить в мини-юбках там и стрелять глазками. Нет, она очень такая, знаете, домашняя, простая. Почему я говорю несовременная? Вот, ну, они как белые вороны, такие женщины. Да, вот их называют, может быть, серой мышкой, но из таких серых мышек из них получаются потрясающие жены, потрясающие хозяйки и матери, да. Вот из таких женщин, знаете, вот из них получаются именно настоящие верные вот подруги жизни, да, как их называют. Она очень хорошая хозяйка, она именно вот гостеприимная хозяйка. К ней тянутся люди, она многое умеет по дому. Вот если даже у нее есть сад, допустим, огород там, она это все сделает. Ей не нужны никакие там служанки, помощники. Она очень такая самостоятельная, очень домашняя. Сейчас, наверное, такие женщины остались, ну, только в селах, наверное, ну, либо же там, где вот частный сектор, да, вот в таких домах. Ну, я не говорю, что именно вот она из частного сектора. Ну, то есть настолько вот она привязана к дому, для нее дом это все, для нее дом это главное. Причем вот давайте-ка посмотрим, почему она как-то вот хочет с вами познакомиться, да? Вот почему-то она увидела, да, увидела вас человека. Вот знаете, это, наверное, даже не то, чтобы она увидела, а это почувствовала. Я уже неоднократно говорила в своих видео, что женщины, они на интуитивном уровне чувствуют мужчин. Вот просто можно стоять рядом, да, вот слушать, как мужчина там с кем-то где-то общается. Но вот когда ты слышишь голос, ты видишь, как мужчина держится, да, и все остальное, это, ну, именно вот, наверное, на уровне энергетики, на уровне каких-то инстинктов. Чувствуется, что это сильный мужчина, от него может быть сильное потомство, что за этим мужчиной можно быть как за каменной стеной. Ну, то есть это просто чувствуется. Это внешность можно, да, посмотреть, там красивый, некрасивый, нравится, не нравится. Но это такое дело. О вкусах не спорят. Но здесь вот она именно почувствовала, что вы такой мужчина, который именно создан для семейной жизни. Вот что-то ее так зацепило в вас. Причем зацепило, что вы у нее как бы не выходите из головы, и она хотела бы, конечно, с вами ближе познакомиться, но она не знает как. Во-первых, вы не так часто с ней пересекаетесь. Во-вторых, вы реально вот как-то знаете, ну это как будто, ну такое мимолетное, что ли, вот, ну, пересечение ваше, да? То есть это не посиделки какие-то в компании, я думаю, это не на работе. Это где-то в обществе, скорее всего, может проиграться, да, вот, может быть, вы даже живете в одном районе, там, я не знаю, в соседнем доме, ну, то есть, что она вас видит, но видит не часто. Вы вообще как-то особо внимания не обратили, потому что она, ну, она не яркая, да, вот она не яркая, она самая обычная, простенькая, среднестатистическая женщина. Почему-то, вот знаете, повелось так, что женщины считают, что мужчины всегда смотрят на внешность.
А те, которые за собой не ухаживают, те, которые, допустим, не имеют больших денег, больших доходов, которые, соответственно, не ходят по салонам, да, они считают, что, ну, далеко не каждый мужчина на них посмотрит. Либо же вообще никто не посмотрит. И они своего рода вот, ну, закомплексованные становятся. Я вам скажу, что у многих женщин, да, вот это я вам маленький секрет такой выдаю женский, очень много страхов и комплексов, ну, по поводу именно своей внешности. Кто-то переживает, что слишком толстый, кто-то переживает, что худой, у кого-то там он считает, она, допустим, что у нее грудь маленькая, кто-то за целлюлит переживает и так далее. Ну, то есть вот этих женских тараканов, ну, просто тьма тьмущая. Простите. Вот. Поэтому вот и она, да, она прекрасно понимает, да, какая она. Но она обычная средняя женщина, она не красавица, да, но она настолько вот теплая, приятная в душе, она настолько такая вот хозяйка. Наверное, о таких женщинах мечтают мужчины. Но почему-то так повелось, что ну, везде у нас пропагандируется 90-60-90. Вот напишите, кстати, в комментариях, для вас важны вот эти вот 90-60-90, либо же нет. Вот знаете, потому что из каждого утюга кричат, что вот женщина должна и формы иметь, и то, и сё, да. И женщины, которые реально хорошие, они замыкаются в себе. Они боятся знакомиться, они комплексуют, они боятся даже вот, ну, заниматься интимом при свете, да, потому что вот она такая, и там у нее не так, и там не так. Ну, то есть женщины даже не задумываются, что вот если мужчина любит, то ему все равно, где там у нее какая складочка и какого размера груди и все остальное. Ну, напишите мне, права я или нет. Я думаю, что я права, я со многими мужчинами общалась по этому поводу. Поэтому я знаю мужское мнение. Довольно часто мужчины сами удивляются, говорят, что, боже, да я даже внимания на это не обращаю. Вот я ее люблю такой, какая она есть, и это правильно. Но вот женщины как вбили себе в голову, да, что вот у нее где-то там не так, и все. Поэтому я к вам обращаюсь, вот, дорогие мужчины, вот на будущее, да, вот если у вас есть, либо же будет женщина, всегда ей говорите комплименты, всегда как-то акцентируйте внимание, какая она красивая. Обязательно говорите, что вы ее будете любить всякой, и толстой, и худой, да. Вот почему я немного отступила, да, вот, ну это важно, да, вот я считаю, вот психологические моменты, которые вы так любите. Это важно очень. Потому что вот, ну смотрите, почему женщины часто вот спрашивают, ну, у своего мужа, либо мужчины, да, вот, я не поправилась, я не потолстела, да. Она ведь спрашивает не для того, чтобы услышать, что да, ты стала толстая, ты набрала 5 килограмм, да. Она не для этого спрашивает. Вот я вам опять же выдаю женские секреты, лайфхаки такие. Женщина спрашивает просто для того, чтобы услышать вот вашу поддержку, вашу любовь, да, чтобы вы ей сказали, что да нет, ничего, все классно, я тебя люблю всякой, да, ну что-то из этого. Мне все равно, какая ты. Я вам скажу, даже некоторые женщины боятся детей рожать, потому что они располнеют и грудь обвиснет. Вот до чего доходит, до каких маразмов доходит, понимаете? Поэтому здесь очень важна ваша мужская поддержка, ваше плечо. Женщины истощают себя какими-то диетами. Ну да, я понимаю, если женщина, конечно, набрала 20 килограмм, уже ну, слон такой ходячий, да, на которую из гардероба только пододеяльник может налезть, то это, конечно, да, там можно и на диеты садиться, и все. И то ей деликатно как-то об этом сказать, намекнуть. Но, в принципе, женщины очень ждут вот этой вашей мужской поддержки, что вы ее любите такой, какая она есть, что ничего страшного, если она какие-то там пару килограмм набрала, это чепуха, мелочи жизни. Есть такие дамы, которые говорят, боже, я ноготь сломала, все, я некрасивая, он меня не будет любить теперь. Понимаете, до чего доходит? Ну, это маразм просто. Вот. Поэтому и вот эта женщина, она и хочет, да, вот вы понравились, она видит в вас вот этот вот сильный мужской стержень, но она боится как-то проявиться. Давайте-ка теперь посмотрим сейчас напоследок. Все-таки
проявится она или нет, что из этого получится. А знаете, вы ее сами заметите. Вот пройдет время, она таки не решится проявиться, вы ее заметите. Причем как-то это будет так спонтанно, и, возможно, даже вы будете не один идти. Может быть, вы будете либо с другом, там, с братом, с коллегой, как-то вот, да, вот где-то вы пересечетесь, эта женщина будет. Может быть, вы заговорите с ней, да, там улыбнетесь, я не знаю, может быть, вы в очереди там на ногу ей наступите случайно. Ну, то есть вы как-то вот проявитесь, вы сделаете толчок, и тогда уже дальше она будет больше тоже инициатором. И дальше понеслась жара, и дальше у вас пойдет уже все как по маслу. Причем может проигрываться, что даже, знаете, она будет, вот даже когда будет с вами в отношениях, у вас будут отношения с ней. Она будет очень сильно переживать, что вот эти комплексы вот не будут давать ей покоя. Это то, что я только что вам рассказывала. Она будет считать, что вот пройдет какое-то время, и вы разочаруетесь, да, вот это пока в начале там вы очарованы, не замечаете, может быть, каких-то ее там размеров, не таких, там вот этих всех ее комплексов. А потом, что вы разлюбите ее, да, потому что вокруг красотки. Ну вот в таком плане она будет очень сильно за это переживать. Поэтому смотрите, причем дама у вас судьбоносная это выпала. Вот казалось бы, да, вы сейчас даже представить не можете, кто это, но она вас отметила. Она хочет очень познакомиться с вами. Поэтому ждите, ребята, свою судьбоносную даму, которая, конечно, хоть и имеет комплексы, но она очень классная, и она очень требует вашей поддержки. Она нуждается в вашей поддержке, в вашей мужской поддержке, добром слове и ласке. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!